Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем печь вертуту с яблоками или рулет с яблоками. Я покажу своим способом, как я буду готовить такой рулет. Пользуясь случаем, отдельно хочу поблагодарить одного уважаемого человека в Армении. Никогда бы не подумала, что вы нас смотрите, за такой бесценный, очень дорогой подарок для нашей семьи. Отдельное спасибо от моего мужа Армена. Вы хоть и просили ваше имя не называть, но я знаю, что вы нас смотрите, и мы благодарны. Спасибо вам большое. А для нашего рулета, для нашей вертуты нам понадобятся такие ингредиенты. Яблоки, а для теста молоко, яйца, соль, сахар, ванильный сахар, дрожжи, сливочное масло, подсолнечное масло и мука. Для начала мы берем теплое молоко. Подробный рецепт я напишу в описании под видео, в граммах, что я использую. Нам надо взять, что-то у нас тут сейчас. Сахар к молоку добавляем. Молоко должно быть теплое, не горячее и не холодное. Дрожжи. Можно использовать и мокрые дрожжи, а можно и сухие. Так как я уверена в качестве своих дрожжей, я замешиваю тесто сразу. Но напоминаю, что все ингредиенты у нас должны быть комнатной температуры. Мы будем использовать 2 яйца и 1 белок, а желток у нас пойдет для смазывания рулета. Мы разбиваем в отдельную миску яйца. Желток отделяем. Вот так. Яйца добавляем к молоку с дрожжами. Немного перемешаем. Так. Добавим 1 столовую ложку подсолнечного масла. Далее нам надо добавить ванильный сахар, соль и будем замешивать тесто. Поэтапно добавляем муку. У нас должно получиться мягкое эластичное тесто. Мука у нас заранее просеянная. И вот так вот замешиваем. Вот такое у нас получается тесто. На этом этапе мы уже можем добавить сливочное масло. Вот оно у нас такое мягкое, комнатной температуры. Оно не растаявшее, но мягкое. Поэтапно, по чуть-чуть мы добавляем в наше тесто. И так вот замешиваем мягкое тесто. Когда смешали первую порцию масла, можно вторую уже добавлять. И так в 3 этапа мы добавляем. Можно ложкой. Я вот думаю, что сейчас я буду замешивать уже руками, после того, как добавлю все масло. За счет того, что молоко теплое, все ингредиенты теплые, масло быстро впитывается в тесто. Сейчас уже ложкой сложно.
посыпаем нашу поверхность мукой и отправляем на доску и будем замешивать в течение 10-15 минут. Сейчас немного прилипает к ложке теста. Потом, когда мы замесим, оно не будет прилипать до нужной консистенции. Вот так. У меня есть такой скребок. Мы хорошенько очищаем стенки посуды от теста, чтобы использовать все тесто, замешивать. Угу. Такое тесто приятное очень. Вот мы замешиваем, и я хочу показать уже готовое тесто, какое должно получиться. Видите, оно мягкое и сползает с рук. Ни в коем случае нельзя забивать сильно большим количеством муки. У меня здесь было килограмм муки, но я не все использовала. Я потом в конце скажу, сколько у меня ушло муки. Мы берем нашу миску, смазываем немного подсолнечным маслом. Вот так. Теперь вот так вот делаем. И кладем в теплое место на где-то на час. Пока за это время обязательно накрываем крышкой, чтобы тесто не заветривалось. А за это время займемся начинкой. К яйцу, к желтку добавляем немного молока. Перемешаем, чтобы яйцо не обветривалось. Это мы подготавливаем для смазывания. Где-то чайная ложка молока. Все, мы вот так оставляем. И приступаем к яблокам. Яблоки нам нужны твердые. Мы их очищаем от сердцевины, от шкурки, кожуры. Я сейчас на одном яблоке покажу пример, как мы будем резать, а потом займусь остальными яблоками. Можно и натирать на терке, а можно и просто мелко порезать кубиками. Так, очищаем. Делим на вот такие вот части и режем кубиками, маленькими кубиками. Вот так. Они в рулете тогда хорошо спекутся и будут давать свой сок. И будет чувствоваться. Вот такие вот кубики. И так будем чистить все яблоки. Порезали яблоки, а теперь поливаем их лимонным соком. Немного. Ой! Где-то столовой ложкой. Столовую ложку одну. Добавляем корицу. И перемешиваем. И все, у нас начинка готова. Вот так. Ляфута. Посмотрите, как поднялось наше тесто.
Оно такое воздушное. Сейчас мы немного присыпем поверхность мукой и переложим на доску. Посмотрите. Воздушное. Угу. Мама, ну що там буде? Угу. Що там в коліні? Угу. Делим тесто на 3 части. У нас будет 3 рулета. Тоже глянь. На. Отлично, чисто. Угу. Скатываем в такой вот колобок. Сильно не обминаем, вот слегка придаем форму вот такого колобка. И так каждый кусочек. Тесто очень мягкое и воздушное. Пока будем заниматься первым рулетом, остальные 2 мы переложим на блюдо, обсыпем мукой и закроем пленкой, чтобы тесто не обветривалось. Вот так. И сверху полотенцем. Раскатываем наше тесто. Немного мукой обсыпаем. Сначала вот так, потом вот так. Такой тонкий прямоугольный пласт. Сверху немного мукой и снизу. Вот так. Тесто такое воздушное, что аж пузырьки чувствуются. Вот так. Угу, окна. Вот так вот раскатали тесто. Не сильно тонко, но вот до такой толщины. Обмазываем немного подсолнечным маслом поверхность тоненьким слоем. Вот так. Теперь посыпаем немного крахмалом. У меня кукурузный крахмал, но это не имеет значения. Можно любой крахмал использовать. Можно и картофельный. Какой у вас есть дома. Вот так, немного. Добавляем яблоки. Яблоки мы сахар не добавляли. Сахар будем сейчас добавлять. Я не добавляю, потому что от сахара появляется много сока, выделяется. Я уже сразу в начинку добавляю, в тесто при закручивании. Мы очень любим яблочную начинку, поэтому я кладу побольше. Вот так. Можно еще чуть-чуть сюда. Сверху на яблоки мы добавим сахар. Так. По вкусу. Если яблоки сладкие, то меньше сахара. Если кислые, то больше. И сверху на яблоки тоже совсем немного посыпем крахмала. Если выделится сок яблок, то крахмал в себя возьмет весь сок.
Еще можно немного изюма добавить. Изюм, орехи, все по вкусу. Я сегодня решила добавить изюма. Вот так. Теперь мы будем скручивать наш рулет. Сначала мы по краям закрываем. Вот так. С одной стороны и со второй стороны. Вот так. Сейчас вот так накрываем равномерно. И вот так вот, такой вот в виде, в форме рулета. Вот так. Они тоже делают, да, рулетами? Мгм. Вот это блинчик. Блинчик. Мгм. А с этого края просто натягиваем сверху. Вот так. И это тоже сюда. Вот так. Прищипываем, чтобы начинка хорошо держалась. Вот так. И так до конца мы прищипываем. Вот так. Хорошенько. Угу. Вот такой у нас получился рулет. Берем, перекладываем на противень. У нас 3 рулета сразу поместится сюда. Они ли принесли? Угу. Ой, ничего. Мы вот это сюда подставим. И мне тоже готово. Берне, ха, айсент. И вот так перекладываем наш рулет сюда. И мы. И займемся остальными рулетами. Мгм. Вот мы скрутили второй рулет. И хочу сейчас сделать так, как бабушка делает. Иногда она вот так вот. Это в одну сторону, это в другую. И когда она выпекается, получается красиво очень. Вот так вот. И перекладываем второй рулет на противень. Немного соблюдаем расстояние между ними. И накрываем обязательно полотенцем. Все, готовы наши рулеты. Мы их не оставляем на расстойку. Как сформировали, сразу можем обмазывать нашим желтком с молоком. Вот так. Отправляем наши рулеты в духовку, заранее разогретую на 170 градусов, средний уровень, режим вверх-вниз. Где-то приблизительно на 20-25 минут. Мы будем смотреть по румяной корочке. Вот такие вот рулеты. Уже готовы наши рулеты вертутом. Такой аромат у нас дома. Запах на весь дом. Такие румяные, ароматные рулеты у нас получились. Пока горячие, мы их обсыпаем сахарной пудрой для красоты. Печеные яблоки с корицей — это очень аппетитно и очень вкусно.
Перекладываем рулеты на поднос. Вот такая красота получилась. Вот такая вертута у нас получилась. Ароматная, мягкая, очень аппетитная. Сейчас я порежу кусочек. Ани попробует, скажет, как ей на вкус. Рулет еще теплый. Много начинки, тесто пропеклось. Анина, Это рушательно. что отсюда? Мы порежем, чтобы удобно было кушать. Хочу показать в разрезе. Смотрите. Можно сказать, каждый слой с начинкой очень ароматно и очень вкусно. Тесто мягкое, нежное. Она мало просто. Амова? Друзья, пробуйте такой рецепт. Я думаю, вам понравится. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Я тоже попробую кусочек. Аромат корицы очень вкусно.